Привет! Сегодня мы поговорим о чем-то, что, скорее всего, есть у каждого дома. Где-нибудь и в ящике стола. И поверьте, его история, она гораздо круче, чем можно было бы подумать. Итак, представьте, полевая хирургия, криминалистика и, скажем, разбитая кофейная чашка. Что тут может быть общего? Ну, казалось бы, вообще ничего. Но на самом деле их всех объединяет одна и та же удивительная штука. И это, конечно же, суперклей. Да-да, тот самый. А если по-научному, то цианоакрилат. И его история, вы не поверите, это прям какой-то детектив со случайными открытиями и совершенно неожиданными применениями. Что ж, давайте разбираться, откуда вообще взялось это чудо. И самое смешное, что все началось с ошибки. Причем даже не с одной. Только вдумайтесь, 1942 год, Вторая мировая. Команда доктора Гарри Кувера работает над созданием прозрачного пластика для оружейных прицелов. И тут они случайно получают какую-то липучую гадость, которая клеит вообще все подряд. Конечно, ее тут же забраковали. Прошло почти 10 лет, и та же самая субстанция снова всплывает в лаборатории. На этот раз один из коллег Кувера умудряется намертво склеить дорогостоящее оборудование. Казалось бы, провал, но именно в этот момент доктора Кувера осеняет. А что, если это не провал, а прорыв? Хорошо, но как эта липкая штука вообще работает? В чем магия ее почти мгновенного и суперпрочного склеивания? Давайте копнем немного в химию процесса. Все дело в процессе под названием полимеризация. Звучит, может, и сложно, но на деле все просто. Представьте себе конструктор. Вот жидкий клей — это просто гора отдельных деталек, мономеров. А как только клей попадает на поверхность, эти детальки начинают с бешеной скоростью сцепляться друг с другом в длинные прочнейшие цепи. Эти цепи — полимеры, и создают ту самую мертвую хватку. И происходит все это буквально за секунды, в 3 этапа. Первый — инициация. И знаете, что запускает реакцию? Обычная вода. Да, достаточно той микроскопической влаги, что есть на любой поверхности, да и просто в воздухе. Дальше — распространение. Мономеры, как падающие костяшки домино, начинают один за другим цепляться друг к другу. Ну и третий этап — завершение. Реакция останавливается, когда все детальки закончились. Все, готово. И вот тут-то и кроется ответ на вечный вопрос. Почему суперклей так обожает склеивать именно пальцы? Да просто потому, что наша кожа всегда немного влажная. Идеальные условия для мгновенного старта реакции. А вот какая-нибудь сухая деревяшка или лист бумаги, там влаги мало, поэтому клею нужно больше времени, чтобы схватиться. Но, конечно, чинить разбитые чашки — это лишь малая часть его возможностей. Оказывается, у этого клея есть и другая, так сказать, секретная карьера. И в ней он спасает человеческие жизни и помогает отправлять преступников за решетку. Да, этот маленький тюбик оказывается героем в самых неожиданных ситуациях. Просто подумайте. Во время войны во Вьетнаме полевые медики использовали специальные спрайи на основе цианоакрилата, чтобы буквально заклеивать раны и останавливать кровотечение прямо на поле боя. А в это же время в криминалистических лабораториях тот же самый клей помогает проявить то, что скрыто от глаз. Как это вообще возможно? Все гениальное просто. Криминалисты немного нагревают клей в специальной камере. Его пары оседают на предметах, где могут быть отпечатки. И вот там, где есть частички влаги и жира от пальцев, начинается та самая полимеризация. В итоге на поверхности проступает четкий белый след. Невидимая улика становится видимой. Но и это еще не все. Сфера применения этого клея просто космос. Аквариумисты, например, с его помощью приклеивают живые кораллы к камням, создавая целые рифы. Столяри мешают его с опилками и получают идеальную замазку для трещин. А лучники используют его, чтобы надежно закрепить оперение на стрелах. Представляете разброс? От живого организма до спортивного инвентаря. Но как у любого мощного инструмента, у суперклея есть и свои темные стороны. И очень важно знать о потенциальных опасностях. Ну и, конечно, о лайфхаках, как с ними справляться. А вот сейчас очень важный момент. Пожалуй, это самое главное правило безопасности при работе с суперклеем. В чем дело? Хлопок и шерсть состоят из целлюлозы, а ее молекулы для этого клея как мощнейший катализатор. Реакция полимеризации запускается мгновенно и становится экзотермической, то есть с выделением огромного количества тепла. Настолько большого, что ткань может задымиться и даже загореться, что приведет к серьезным ожогам, так что, пожалуйста, будьте с этим очень осторожны. Ну а что делать, если неприятность все же случилась? Главное, без паники. Если склеились пальцы, то поможет жидкость для снятия лака на основе ацетона. Если случайно склеили какую-то хрупкую пластиковую деталь, просто положите ее в морозилку. На холоде клей становится очень хрупким, и его можно будет аккуратно отломить. Ну а для большинства твердых поверхностей снова выручит старый добрый ацетон. И вот вам еще один гениальный трюк, который используют многие мастера. Если смешать суперклей с обычной пищевой содой, получится самодельный, но невероятно прочный наполнитель, почти как пластик. Эта смесь застывает моментально, превращаясь в настоящий цемент. Им можно заполнять большие трещины, восстанавливать отломанные куски пластика, да что угодно. Вот такой вот путь от случайной ошибки в лаборатории до инструмента, который спасает жизни. История суперклея — это, конечно, что-то невероятное. И, наверное, лучше всего эту идею выразил сам изобретатель, доктор Гарри Кувер. Его цитата — это, по сути, настоящий гимн научному любопытству и тем самым случайностям, которые порой приводят к величайшим открытиям. И вся эта история, конечно, заставляет задуматься. Суперклей — это ведь живое доказательство того, что великие открытия не всегда начинаются с крика «Эврика». Иногда они начинаются с тихого «Ой».
Вот интересно, какая из сегодняшних лабораторных ошибок станет той самой технологией, что изменит наш мир в будущем?